Привет, с вами Марго. Я уже давно хотела записать это видео, вот наконец-то нашла время. Так вот, короче, где-то с октября я начала выкладывать в свою группу ВКонтакте всякие новые рисунки. И мне хотелось бы немного о них рассказать, потому что, когда я их выкладываю, я не пишу, я перестала писать какие-то длинные описания, и мне хотелось бы все-таки подробнее о них рассказать. Вот. Тут будут всякие лирические отступления, всякие там рассказы, что там меня вдохновляло, что я там слушала, возможно, во время создания. Ну, в общем, да, вот так. В общем, описание рисунков, рассказы про них и там контекст. Все, поехали. Иногда мне хотелось бы стать маленькой. Бумага гуашь. 6 июня 2023 года. Вот так она выглядит. Предыстория. Я и моя подружка Арина приехала ко мне в гости. Мы сидели, смотрели на ютубе всякие видео про художников, которые создают всякое мрачное, странное искусство. И мы начали смотреть видео про польскую художницу Александру Валишевскую. Я была с ней знакома до этого. У нее работы такие мерзкие, они вызывают почти физическую реакцию. Ну, они не все мерзкие, но у нее часто бывают такие не очень приятные сюжеты. Вот. Она рисует всяких там полуголых девушек, животных, боди-хоррор, кровища всякое. Она смешная иногда, сюрреалистичная, жестокая, но она не оставляет тебя равнодушным. Мне это в ней очень нравилось. Ну, и нравится до сих пор. Ну так вот, смотрим, и в какой-то момент я то ли услышала, то ли прочитала, что она работает гуашью на бумаге. Я не знаю, создает ли она все работы в такой технике, возможно, нет. Но меня вот этот момент очень удивил, потому что для меня гуашь... Ну, я никогда не воспринимала гуашь как какую-то краску, которой можно создать что-то такое интересное, впечатляющее. Для меня гуашь была всегда такой краской, которую ты, максимум используешь на вступительных экзаменах в художественном вузе. Ты рисуешь там какой-нибудь скучный натюрморт, и все, и ты после этого забрасываешь, и больше никогда не притрагиваешься к этой краске, вот. Меня еще, во время обучения в вузе меня всегда раздражало очень свойство гуаши высыхать на тон светлее. Меня это просто, меня это вымораживало. Я не видела абсолютно никаких плюсов в этой краске. Вот. А когда я прочитала вот этот маленький факт об Александре и ее работах, меня это заставило как-то немножечко пересмотреть мои предубеждения, и это как-то расширило мои горизонты, можно сказать. Ну так вот, после вот этого случая я там бродила по, читай, городу и наткнулась на там ряд с коробочками с гуашью. Я так смотрю и думаю, ладно. В качестве эксперимента я возьму гуашь, и я попробую еще раз. Может быть, в этот раз мне понравится. Чтобы вы примерно понимали, как вообще происходит моя работа, я четко формирую в голове идею, потом делаю скетч, потом я ищу референсы там, для каких-то сложных мест, потом я непосредственно делаю, потом полирую до блеска. В общем, это мой процесс творческий, он задействует очень много контроля, очень много какого-то планирования. То есть для меня вообще делать эксперименты — это не что-то естественное мне. Это мне очень нелегко отпустить себя в свободный полет, так сказать. Вот. Но удивительно, но с гуашью у меня это получилось. Так вот, я вернулась домой из книжного, села, открыла эти свежие краски, почувствовала просто непреодолимое желание сделать что-то вот прямо сейчас, без подготовки, без этих референсов, просто вот экспромт прямо сейчас. И у меня родилась вот эта девушка в траве.
разберу немного саму работу. На работе изображена крошечная фигура обнаженной девушки, лежащей на песчаной земле. За ней тянется цепочка следов. Вокруг ее фигуры прорастают травинки. В нижней части рисунка надпись «Sometimes I wish I was small». Собственно, так и переводится. Иногда я хотела бы стать маленькой. Травинки похожи на зеленые иголочки. Ни одна из них не пересекается друг с другом. Девушка выглядит уязвимой. Непонятно, упала ли она от бессилия или добровольно легла на землю. В нижней части изображения мы видим бледные трещины в песке. Эти трещины тянутся от края, где земля словно разрезана ножом. И мы видим внутренний слой земли, где расползаются корни травинок. Поверх этого разреза располагаются белые буквы названия. Во-первых, я хочу сказать, что я не хочу стать маленькой. Эта работа не про меня. Это такой вымышленный сюжет. Мне хотелось оставить внизу какую-то надпись, потому что мне всегда очень нравилась идея надписей на картинках. Будь они объясняющие, развлекательные, просто бессмысленные. Мне почему-то, мне что-то кажется прекрасным в этом взаимодействии рукописного текста и изображения. Что-то в нем есть такое игривое и, не знаю, интересное. Вот. Во-вторых, текст внизу, он частично вдохновлен подписями к картинам, которые я видела на картинах Фриды Кало. Это, кстати, моя любимая художница. А также в мексиканских ретаблос. Ретаблос — это такие религиозные картинки, где, в общем, изображается какая-то проблемная ситуация, в которую попадает человек, и из которой он вышел. И на этой картинке человек как бы описывает проблему, которая у него была, и которую ему или ей помогли решить эту проблему высшие силы. Вот. И вопрошающий в этой картинке выражает как бы благодарность. Вот спасибо, что ты помог мне решить эту проблему. Вот. Они часто бывают очень странные. Там есть целый сайт с ними. В общем, можно погуглить его, найти. Нет, я его оставлю в описании. Вы можете посмотреть. Там супер интересно. Там совершенно дикие сюжеты бывают. Я очень советую посмотреть. Вот. Так вот, у Фриды мне всегда очень нравилось, как эти тексты, маленькие подписи, оформлены в контексте картины. Они там парят на ленточках, они написаны красивым рукописным текстом на пожелтевшем пергаменте. И мне очень это нравилось, и мне всегда как-то хотелось это включить в какие-то работы. Вот, наверное, поэтому я решила вписать текст в эту работу, включить в эту работу текст. Вот, в общем, создание этой работы меня просто нереально окрылило. Я внезапно поняла, в чем прелесть гуаши, потому что она водорастворима на любом этапе. И одновременно с этим я могу накладывать слои, если мне это нужно, сверху, и не создавать грязь. То есть я могу смешивать, и я могу класть краску поверх, если мне это нужно. Потому что для меня это необычно, для меня это что-то чудесное, потому что при работе я привыкла работать с акрилом. И при работе с акрилом я привыкла быть в легком таком напряжении, потому что с ним мне нужно спешить. Он высыхает быстро и высыхает намертво. А тут я могу делать, что хочу. Меня никто не торопит. В общем, это чистый кайф. Но меня все равно раздражает, что краски, они такие чуть-чуть блеклые. Да ладно. Как бы я готова это потерпеть ради такого прекрасного свойства, как водорастворимость. Вот. В общем, после этой работы была создана вторая на том же листе. Вот она. Она называется «По сей день я вижу сны о том, как прыгаю по крышам района своего детства». Бумага, гуашь, 7 июня 2023 года. Это я в ту же ночь сделала. А вот эта работа уже имеет прямое отношение ко мне. Здесь у нас вновь крошечная женская фигура,
с развивающимися на бегу волосами. На этот раз одетая в светлую пижаму, она заносит над краем многоэтажки ногу, чтобы совершить прыжок. Позади нее синее звездное небо, а в нижней части работы оно начинает светлеть. Все окна в здании темные, под некоторыми из окон видны темные подтеки. Фигура девушки на крыше непропорционально большая. Это не ошибка. Я хотела таким образом передать искаженное восприятие пространства и размера объектов, которые часто присутствуют во снах. Вообще, я должна сказать, что изображение маленьких, в изображении крошечных вещей есть какая-то своя прелесть. Мне нравится, что мне не нужно прорисовывать детали на лице девушки. Я изображаю только сам жест ее, только сами движения тела, и никаких деталей мне не нужно делать никаких деталей. Вот. Эта дистанция, она создает какую-то странную интимность. Для меня вообще в новинку рисовать людей такими крошечными, потому что меня они, с того момента, как я вообще начала более-менее серьезно рисовать, для меня люди всегда были крупным планом. Они были во всех подробностях, во всех сложностях. Для меня рисунок фигуры — это всегда вот борьба с пропорциями, с передачей эмоций, с передачей всего на свете. А тут нарисовать что-то крошечное — это большая свобода. Вот. В общем, этот сюжет мне действительно снится время от времени. Обычно все начинается с того, что я нахожусь внутри здания, в каком-то помещении, и я чувствую, что за мной кто-то гонится. Я подбегаю к окну, я начинаю открывать защелки, там на окне обычно там что-то заедает, и вот я чувствую растущее напряжение. И вот в момент, когда я уже слышу кого-то у себя за спиной, я выпрыгиваю и лечу над городом. Чаще всего это мой родной город. И с этого момента мой сон обычно спокойный, я могу свободно перемещаться, наслаждаться своей способностью летать, и потом все заканчивается. Вот. Значит, следующая работа, которая была создана в ту же ночь, я создала 3 работы в один день. Вот это. Я ее никак не назвала, она называется просто 7 июня 2023 года. Бумага, гуашь, собственно, 2023 год. Эта работа — это такой маленький визуальный эксперимент. Я, в общем, была на прогулке, заметила куст с острыми стеблями, и я подумала о том, что выглядело бы красиво, будучи наколотым на шипы. И я подумала про листик. И родился такой вот маленький сюжет про кровоточащий листик. Разумеется, он кровоточащий, потому что я люблю хорроры, я люблю кровищу, мне нравится всякая жуть. Вообще тянет меня еще на всякие такие вот странные мотивы с растениями. Мне кажется, я буду дальше исследовать эту тему в своих работах. Даже не кажется, я знаю, что я буду это делать. Вот. В общем, тут нет какого-то глубинного смысла, что для меня вообще нетипично, потому что я люблю всякие смыслы. Но для меня это какая-то... для меня это, опять же, очень в новинку. Не обдумывать супер сильно. Просто наслаждаться полетом воображения, так сказать. Вот. Так вот, продолжая тему с хоррором и листиками, следующая работа, которую я сделала, называется «Трансплантация листьев». Материала «Листочки, нитки», 2023 год. Каждый год меня тянет на какие-то эксперименты с природными материалами. И в этот раз мне в голову залетела идея, а что если я возьму листья от разных деревьев, разрежу их в центре и сошью разные кусочки вместе. Тогда получится совершенно новый листик от неведомого дерева. Такая вот маленькая игра в Бога. К слову, сшивать листики ниткой — это ужас какой-то, это очень сложно, они очень легко рвутся. Одно неловкое движение, и все, дырка, трещина. В общем, если вы будете сшивать листики, имейте в виду, что это очень сложно. Вот. Дальше у нас вот этот рисунок.
То, что ты подавляешь, растет внутри тебя. Бумага, гуашь. 2023 год. На грязном черном фоне мы видим фрагмент сине-серой фигуры со скрещенными руками. Из живота фигуры тянутся две пары розовых ладоней с растопыренными пальцами, большая и крошечная. Из их оснований расползаются венки. Большая фигура прячет свои руки и кажется скованной и почти безжизненной. В последние где-то пару лет я начала осознавать, что я сдерживаю огромное количество своих каких-то желаний и порывов. Я начала замечать невидимые границы, которыми расчерчено все окружающее меня пространство. И я наконец-то ставлю под сомнение этот многотомный список правил, которым я должна следовать. Но как бы еще далеко до свободы, я все еще продолжаю себя там сдерживать, подавлять, все еще какие-то вот этот список правил, он продолжает на меня воздействовать. Но от себя никуда не деться. Эти желания, эти порывы, они множатся, рвутся, растут наружу, и этому посвящен этот рисунок. В рисунке мне очень нравится его неаккуратность. Как бы, может быть, тут не видно, но на экране я приведу отсканированную версию, там будет повиднее. В общем, мне нравится неаккуратность в этом рисунке. Для меня прежний было бы вообще немыслимо оставить вот эту вот грязноватую серую рамку вокруг или вот мелкие там светлые пятнышки фона на черном. Я бы сидела, потом замазывала каждую точечку в фотошопе. Но сейчас я вижу в этом красоту. Я наконец-то могу перестать загоняться из-за вот таких мелочей, которые не всегда важные. Мне еще нравятся в этой работе пальцы. Вот эти пальцы мне нравятся. Они кажутся мне очень такими экспрессивными. Мне кажется, раньше я бы такие никогда не нарисовала. Я бы там сделала 10 тысяч референсов, я бы сфотографировала свои руки под каждым углом, я бы постаралась их сделать гиперреалистичными. И это все было бы очень скучно. Вот. Так вот, перейдем к следующей работе. Цветение. Бумага, гуашь. 2023 год. На рисунке мы видим человеческую фигуру, повернутую спиной и обнаженную по пояс. Ниже пояса она завернута в короткое махровое полотенце. На сером фоне, окружающем фигуру, проступает белый кафель ванной комнаты. Лицо персоны закрывают длинные черные волосы, частично мокрые. Ее рука безжизненно висит вдоль тела. Деталь, привлекающая наибольшее внимание, это несколько аккуратных круглых ран на спине вдоль позвоночника, из которых тянутся стебли цветов. Тонкий ручеек крови стекает по позвоночнику вниз и впитывается красными разводами в полотенце. Для меня эта работа описывает похожее ощущение, что и предыдущее. Когда внутри тебя растет что-то, что тебе хотелось бы игнорировать, даже если это что-то прекрасное, ты можешь просто не знать, что с этим делать. Ты можешь не находить применение этой красоте, и поэтому тебе хочется, чтобы оно просто исчезло и перестало тебя мучить. Мне очень-очень нравится этот рисунок. Я сначала делала его без каких-то там сильных ожиданий, просто сделала и отложила. А сейчас я чем дольше на него смотрю, тем больше он меня притягивает. Я использовала здесь только один референс для руки. Ну и, кстати, рукой я очень горжусь. Мне очень нравится, как она получилась. Она такая тяжелая, посиневшая, такая грубая, как у трупа. Мне кажется, она отлично передает состояние этого персонажа. Мне нравятся здесь оттенки кожи на спине. Мне нравятся красные, вот эти вот темные отметины на спине. Это следы расчесов. Мне нравятся мокрые волосы, которые прилипли к шее. Мне нравится вообще все. Эта работа какая-то очень хорошая, на мой взгляд. Сейчас немножко отвлекусь, расскажу про то, что, в общем, я во время создания этой работы слушала последний альбом одного из моих любимых исполнителей Трики. Альбом называется When It's Going Wrong. Это альбом этого года.
Эта музыка очень дополнила создание рисунка, я слушала во время рисования. Трики — это легендарный трип-хоп музыкант. Его звучание очень сложно описать на словах. Каждый альбом у него звучит по-разному. В последние несколько лет его работа — это такая минималистичная электроника. Он делает коллаборации с польской исполнительницей Мартой. И это что-то совершенно нереальное. Это очень красиво. В последнее время композиции рефлексируют на мрачные темы, так как в жизни Трики произошла одна личная трагедия, не буду вдаваться в подробности. В общем, музыка — это, несмотря на свою смысловую тяжесть, она очень легкая для прослушивания, по крайней мере для меня. Многие мелодии, они звучат почти как гипнотические мантры. Я могу их слушать, не знаю, раз по 10-20 подряд, и мне они совершенно не надоедают. Мне особенно с последнего альбома нравятся песни Nowhere и Moving Through Water. Now I'm swimming, I'm moving through water and I'm singing. I sing for my daughter and I grow like a lamb to a slaughter and I grow and I walk through. В общем, обожаю, очень советую, послушайте, вам понравится. Если не понравится, тогда не будете слушать. В общем, послушайте его, пожалуйста, я очень люблю Трики. Вот. Но перейдем к следующему рисунку. Итак, «Кровавая луна», бумага, гуашь, 2023 год. На зеленом фоне изображена человекоподобная фигура, обнимающая себя когтистыми ладонями. У фигуры белоснежно-белое лицо и ладони. Каштановые волосы персоны переплетаются и тянутся вверх, а серая грудная клетка и тело испещрены дырами, внутри которых видны древесные корни. Одна из рук фигуры налита кровью, словно на ней нет кожи. Лицо персонажа глубоко задумчиво. В синих глазах блестят загадочные искры. Позади фигуры мы видим ярко-оранжевую луну и облака, на которые падает ее свет. Эту работу я сделала в один из летних дней, когда на небе была так называемая кровавая луна. И по странному совпадению именно в этот день я почувствовала себя очень по-особенному. Я прочитаю фрагмент заметки из телефона, записанный в тот день. «Сегодня я чувствую мир острее. Сегодня все стало более отчетливым. Я вижу мир ближе. Сегодня свежо, красиво, вкусно. Цветы, вода, собаки, голуби. Жаркое солнце, и то, как мягко взлетает и приземляется краешек моей длинной коричневой юбки. Я вспотела, и меня это не раздражает. Я люблю людей, я хочу быть к ним ближе. Я хочу узнать их, и чтобы они узнали меня. Я сидела, читала введение к книге Кларисе Лиспектор, и я чувствовала, как между мной и текстом наэлектризован воздух. Текст разговаривал со мной, и я слушала. Я слышу, как ответы на мои вопросы выплескиваются из окружающего мира, как сок из спелого фрукта». Примерно такое состояние я хотела передать на бумаге. Надеюсь, у меня это получилось. И последний рисунок на сегодня — это «Жертва», бумага, гуашь, 2023 год. На малиновой бумаге изображена бледная рука, поставившая пальцы на кровоточащее сердце. С него натекла маленькая лужица. На руке видны две раны, из которых растут два маленьких голубых цветка. Стебли у них окровавлены у самого основания. Это еще один такой маленький визуальный эксперимент без какого-то суперглубинного смысла. Мне просто хотелось нарисовать что-то немного жуткое, кровавое. Как уже понятно, я люблю хорроры, я люблю кровищу, мне нравятся всякие, немножечко тревожащие образы. Вот. И плюс мне еще раз хотелось исследовать вот этот образ с растениями, которые растут прямо из кожи, прямо из тела. Мне этот образ очень нравится, и я его 100% буду еще много раз рисовать, потому что мне он
мне он кажется очень привлекательным. Вот. Это, пожалуй, все, что я хотела показать. Еще из таких маленьких новостей творческих. Я знаю, что я решила не рассказывать про кулоны больше, но просто тут маленькая новость. Я съехала из одного магазина, потому что там у меня были очень плохие продажи. Вот это чтобы вы знали, что в творческой жизни есть полеты, как бы взлеты и падения. Вот. Съехал я из одного магазина. А еще я в прошлом видео говорила про картину, над которой я все хотела начать работать, но не могла, потому что, не знаю, меня что-то останавливало, все я прокрастинировала над этим. Так вот, я начала ее рисовать, я начала над ней работать. И дело идет хорошо, но очень медленно, потому что я возлагаю большие надежды на эту работу. Даже не столько в техническом плане, я не думаю, что это станет каким-то там какой-то кульминацией моего творчества, но вот это то, что эмоционально мне очень нужно выразить, потому что это то, что меня сидело во мне много месяцев. Вот, и мне так сильно хочется о ней рассказать. Я уже продумываю у себя в голове, что я расскажу, как я расскажу. Но на это нужно время. И когда придет время, я запишу большое видео про нее. Вот. Пока что это все. Спасибо, что посмотрели, мои дорогие подписчики. Лайкайте, комментируйте, какая работа вам больше всего понравилась. Вот, это все. Все, у меня садится зарядка. Все, пока.